Партизаны. Этим словом пугали сотни тысяч солдат разных стран мира. И этим же словом внушали надежду миллионам мирным жителям. Хоть это явление сильно не было распространено в средневековье и более поздние времена, именно в 20 веке слово «партизаны» стало головной болью для армий многих стран мира. Где только партизаны не были. Советский Союз, Германия, Франция, Китай, Югославия, Вьетнам, Родезия, Ирландия, Ливан, Афганистан. И это даже не начало списка. С вами Эхо войны, и я ее голос Ник Рай. И сегодня мы отправимся в разные точки мира и годы, чтобы посмотреть на то, как менялись партизаны, их тактики и стратегии против них. Первое упоминание подразделений, похожих на партизан, можно связать с нашествием Наполеона в 1812 году, когда части русской армии в тылу врага вместе с гражданским населением били войска французов. Однако, сегодня мы будем рассматривать более современные конфликты, где себя проявили партизаны. Для начала разберемся, кто такие партизаны и что такое партизанская борьба. Партизаны – это лица, добровольно ведущие войну с силами неприятеля с целью освободить свою страну. Партизаны ведут боевые действия на оккупированной врагом территории в составе отрядов или под единым руководством и применяют тактику партизанской борьбы. Партизанская же борьба – это малая война, ведущаяся людьми, скрывающимися среди мирного населения, либо использующих особенности местности, чтобы скрыться от врага. Боевые действия ведутся скрытно, избегая открытых столкновений и лобовых атак. Эти определения помогут нам отделять вооруженные формирования от партизан. Первое серьезное применение партизан в современности невозможно без упоминания партизан Югославии, Греции, Франции и, конечно же, Советского Союза. Мы же рассмотрим только Югославию и СССР. Во время Великой Отечественной войны явление партизанства носило массовый характер. Были целые партизанские полки и дивизии, организовывались центры координации действий партизанских отрядов. А на некоторых оккупированных фашистами территориях, как, например, в Беларуси или Югославии, были даже целые районы, где партизанами удерживались крупные населенные пункты и действовала собственная или государственная власть.
В СССР, благодаря советским партизанам, срывалось снабжение, под откос пускались целые составы, а немцы, находясь в глубоком тылу, не чувствовали себя спокойно и с наступлением темноты старались не покидать мест своих дислокаций. Советские партизаны освоили новое для войны явление – кустарное производство. В лесах, где прятались партизаны, изготавливалось оружие, шилась одежда, экспериментировали с размерами и формами взрывчатки для повреждения железнодорожных путей. Так, вместо прямоугольной 400-граммовой тротиловой шашки, партизаны изобрели 75-граммовую в форме ромба и уверенно перебивали ей железную рельсу. Также партизаны придумали мину, связанную с шомполом. Когда поезд проходил по путям, даже толкая перед собой пустую платформу с целью избежать подрыва, локомотив из-за снегоуборщика в носовой части сбивал шомпол, и мина тут же взрывалась, обездвиживая весь состав. Во Второй мировой войне открывались новые стратегии и тактики партизанской войны, которые потом будут применяться в будущем. Так, например, Народно-освободительная армия Югославии, НОАЮ, успешно обосновала свои базы в горах и была настолько серьезной силой, что даже две общевойсковые операции вермахта против партизан завершились полным провалом и крупными потерями. Как один из примеров успешных действий НОАЮ в горах, можно привести немецкую операцию «Ход конем», где вермахт с помощью десанта СС планировал уничтожить главу НОАЮ Тита Броза. В ходе десантной операции вермахту удалось захватить город Дрвар и даже главный штаб партизан. Однако в ходе ночных атак, контрнаступления партизан и благодаря поддержке местного населения, НОАЮ удалось практически полностью уничтожить десант СС, вернуть захваченные территории и даже расширить их. Невозможно не отметить, что местные жители, находящиеся в городе Дрвар, не сотрудничали с вермахтом и отказывались выдавать местоположение Тита Броза, что позволило ему и высшему руководству партизан скрыться в горах. Вермахт на оккупированных территориях проводил бесчеловечную политику. За убитых солдат казнили мирных жителей, вешали по подозрению в партизанстве, проводили различные иные карательные акции. Это были первые контрпартизанские меры. Конечно, вводились правила, запрещающие одиночные перемещения, создавались конные патрули на различных коммуникациях и даже были отряды уже партизан, солдат, переодетых в местных партизан, которыми громили села, расспрашивали жителей о местах партизанских лагерей и прочие подобные действия. Однако карательные акции были самым ярким результатом Первой войны партизан и регулярных частей армии. Стоит также отметить, что по окончанию Второй мировой войны на территориях, занятыми Советским Союзом и войсками союзников, немцы также занимались партизанской войной. Так называемые вервольфы, заранее организованные специальным отделом вермахта по партизанской борьбе, искали тайники с оружием, совершали покушения на патрули советских частей и армии союзников, отравляли военнослужащих спиртом, а в некоторых горных районах Германии, таких как Бавария и Альпы, войска союзников сообщали о вооруженных группировках, которые периодически совершали нападения на войска антигитлеровской коалиции. Эти нападения продолжались вплоть до 60-х годов и не освещались, так как подвергали сомнению полное и безоговорочное поражение нацистской Германии. Тем не менее, Вторая мировая продемонстрировала, что партизаны могут успешно вести боевые действия, если они поддерживаются местным населением, имеют единую слаженную организацию и располагают достаточным количеством вооружения для противодействия технике и армии. Об этой войне мало кто слышал, ведь такой страны, как Родезия, сейчас уже не существует. Теперь на ее территории располагается Зимбабве. Однако с 1965 по 1979 годы Родезия подвергалась террористическим атакам группировок ЗАНУ, которых поддерживал СССР, и ЗАПУ, которых спонсировал Китай, и КНДР. Эти бандформирования также придерживались тактики партизан, и этот конфликт интересен следующим.
партизаны впервые начали применять открытый терроризм против мирного населения. Боевики ЗАНУ и ЗАПУ нападали на белых фермеров, а также сбили 2 самолета с мирными жителями из ПЗРК «Стрела», добивая выживших на земле. Также террористы вырезали приграничные с Родезией деревни и публично казнили учителей, священнослужителей и старейшин, чтобы склонить на свою сторону или запугать непокорных. Так начиналась эра, когда партизаны из борцов за свободу начинали превращаться в террористов. Партизан снабжали оружием, советниками и техникой стран соцблока. Вместе с этим на территориях соседних африканских государств организовывались лагеря подготовки боевиков, где террористов готовили к новым боям с силами Родезии и терактам против мирного населения. Благодаря этому открылось новое правило войны партизан. Если имеются иностранные вливания, то поддержка местных не является жизненно необходимым пунктом. Однако и антипартизанские методы вышли на новый уровень. Правительству Родезии стало ясно, что нет смысла ждать атаки террористов, надо бить врага на вражеской территории. Чтобы бороться с боевиками, применялась старая практика уже партизан на новый лад – лже-терроризм. Спецназ Родезии переодевался в террористов и якобы вел подрывную деятельность. Когда же замаскированные бойцы вливались в бандформирование, то их либо методично уничтожали, либо выводили под прицел авиации, где бандитов стирали в порошок. Этот момент интересен еще и тем, что армия Родезии не знала, кто на самом деле замаскированный террорист, а кто боевик. Параллельно этим событиям был создан новый спецназ Родезии – скауты Сиуса. Эти солдаты были настоящими Рэмбо. Они умели выживать поодиночке в заросших деревьями и кустарниками бушах. Совершали рейды на вражеские территории, вербовали партизан против террористов. И это только начало списка. Скауты Сиуса – это одно из первых контрпартизанских подразделений наравне со спецназом ГРУ СССР или зелеными беретами США. Скауты Сиуса обладали следопытной подготовкой, и выживая в диких бушах, бойцы этого спецназа выслеживали террористов, где бы они ни находились. Говоря более простым языком, скауты Сиуса вели партизанскую войну против партизан. Однако, нарастающий кризис и блокада со стороны внешнего мира привел к тому, что в 1980 году Родезия перестала существовать, и на ее место пришла Зимбабве, принеся населению войны, инфляцию и тоталитаризм. Невозможно рассказать о партизанах, не упомянув о войне во Вьетнаме. Несмотря на поддержку СССР и Китая, Вьетконг испытывал проблемы с вооружением и не мог позволить себе открытое противостояние с США. Зная это, бойцы Вьетконга задали новое направление в партизанской войне и переосмыслили старые. Так, вьетнамские партизаны начали делать ловушки, которые ранее нигде не применялись. Они поражали не только своей убойностью, но и чрезвычайной простотой в изготовлении и эффективностью. Летящие бревна, заточенные тростники бамбука в разных вариациях, спрятанные в траву патроны, стреляющие, если на них наступить. Все это только начало списка, придуманных сумрачным гением вьетнамского партизанства. Из-за обильных бомбардировок США Вьетконг переосмыслил систему укрытий. Во время Второй мировой войны советские партизаны прятались в лесах и в землянках, а югославы – в гротах и пещерах горной местности.
Вьетнамцы же, видя, как их лес выжигают напалмом, сделали новый виток в науке партизанского строительства. Бойцы Вьетконга начали рыть тоннели под землей. Извилистая система тоннелей образовывала целые деревни, где располагались классы для учеников, медсанчасти, склады с вооружением и мастерские по производству оружия. Не менее важными были и оборонительные тоннели. Они были напичканы ядовитыми змеями, скорпионами, ловушками с гранатами, копьями и прочими сюрпризами, оставленные Вьетконгом для солдат США. В ответ на это американцы придумали подразделение под названием «Туннельные крысы». Это были бесстрашные и безбашенные солдаты, готовые опуститься с головой в туннеле, где на каждом углу тебя поджидала смертельная ловушка. Имея на вооружении только фонарик, пистолет или револьвер, а также нож, бойцы подразделения должны были пробираться по этим лабиринтам, чтобы в итоге, если им повезет не погибнуть по пути от дюжины ловушек, увидеть и, возможно, даже убить вьетконговца. Однако из-за чрезмерной опасности и стресса туннельные крысы несли потери не только от ловушек, но и от того, что бойцы начинали страдать приступами клаустрофобии и не выдерживали долгого пребывания под землей. Были здесь и американцы, которые умом давно уже жили во многих странах мира. Это были зеленые береты, спецназ, заточенный под партизанские и антипартизанские действия по всему миру. Зеленых беретов закидывали в тыл Северного Вьетнама, где они вели партизанскую войну против Вьетконга, подрывали конвои, но самое главное, обучали горные племена на границе Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Именно тут, во Вьетнаме, практиковалась и подтверждалась новая тактика. Никто не уничтожит партизан лучше других партизан. Позже эта стратегия докажет себя вновь в Афганистане, в войне партизан северных провинций против Талибана. Однако, каким бы спецназ не был эффективным, война – это командная игра, и Вьетконг с солдатами Северного Вьетнама оказался более многочисленным, имел высокий воинский дух и не менее высокую поддержку соцблока. Конфликт в Ирландии – уникальное явление современности. Оно показывает, как в городских массивах при официальной действующей власти под носом у британских военных и полицейских пробегали вооруженные партизаны ИРА. Во время боев с правительственными силами Великобритании с 60 по 98 годы Ирландская республиканская армия вывела теракты на новый уровень. Бойцы ИРА стали делать письма с взрывчаткой внутри и отправлять их правительственным органам не только в Белфасте, но и даже в Лондон. Конечно, ИРА не отказался от обычного террора против мирного населения Англии, однако политические убийства особо практиковались именно бойцами ИРА. Так, например, в 1974 году была взорвана бомба рядом со зданием английского парламента, а в 1976 взрывным устройством была подорвана ежегодная выставка «Идеальный дом будущего» в Лондоне, где показывались последние достижения техники. Фирменным знаком ИРА становится звонок за 45 минут. Система проста. Голос в телефоне представляется бойцом ИРА и говорит, что в таком-то месте заложена бомба, и что взрыв произойдет через 45 минут. Делалось это для того, чтобы с места взрыва успели увезти мирных жителей, однако жертв из-за этого избегать все равно не удавалось. Также ИРА ввиду перебоев с поставками вооружения дает новую жизнь ветке партизанской мысли под названием «эрзац», что с немецкого означает «заменитель». Из широких труб делают минометы для обстрела английских казарм. Из ножек от стула, труб и прочих подручных средств делают пистолеты и пистолеты-пулеметы. Некоторые образцы самодельного вооружения выпускались вплоть до количества 300-400 единиц. Несмотря на действия спецназа САС, которые действовали и уничтожали ячейки ИРА, облава английских полиций и армии, Ирландская республиканская армия находила отклик в сердцах ирландцев, и потому эта группировка хоть и имела проблемы с вооружением, все же смогла добиться своих задач. Жители Ирландии прятали бойцов ИРА, активно противодействовали полиции Англии, а также прятали и маскировали бойцов, уходящих из засад. Однако также не стоит отрицать и того, что действия ИРА хоть и были партизанскими, но так же, как и в предыдущих некоторых примерах, были террористическими и применялись против мирных жителей.
Афганистан интересен не только тем, что это был последний поход армии СССР, но и маджахедами. Эти партизаны изощренно использовали особенности горной местности, устраивая засады на колонны советских частей. Также в этой войне впервые себя показали ПЗРК. Да, во время Родезии из них сбывали гражданские самолеты, однако в Афганистане американским ПЗРК «Стингер» предстояло уничтожать вертолеты и военные самолеты, как транспортные, так и штурмовые. В результате использования ПЗРК интенсивность применения авиации снизилась, а советским войскам предстояло научиться оперативно спасать летчиков с места крушений, нередко подвергаясь обстрелу. Здесь же впервые начал оформляться современный терроризм, каким мы его видим сегодня. Пакистан располагал на своей территории лагеря повстанцев, снабжал их оружием и организовывал своим финансированием поддержку организаций, направленных на привлечение людей со всего света для войны с советским режимом в Афганистане. Благодаря этому, например, появилась Аль-Каида, которая организовывала в Пакистане боевиков, объединяла их в группы с полевыми командирами и отправляла на священную войну. Также советскими войсками в Афганистане вводилось понятие «дружественное бандформирование». Это маджахеды, с которыми был установлен союз. Так, например, генерал Рохлин в начале своей военной карьеры смог договориться с местными, пользуясь разногласиями племен, и благодаря этому бандформирование Кишвака, где располагалась часть Рохлина, взяло на себя охрану подходов к базе, наблюдало за правопорядком и не подвергало колонны советских войск обстрелу и засадам. Тут же в Афганистане состоялся дебют сил спецназа ГРУ. Переодеваясь в местных, они искали караваны из Пакистана, вычищали горы от маджахедов. У некоторых частей ГРУ даже был трофейный автопарк – Тойоты, Hyundai и прочие машины, захваченные у террористов. С их помощью бойцы ГРУ выезжали на разведку и патрулирование. Спецназ нередко использовал и вертолеты. Бывало, что группа из 10-12 вертолетов взлетала и облетала сразу несколько районов, находя караваны боевиков. Спецназ ГРУ, действуя в горной местности, искал маджахедов, исследуя места дневки, следования караванов и укрытия в пещерах. Благодаря этой деятельности удалось перехватить караван с американскими ПЗРК «Стингер», после которых стало ясно, что американцы поддерживают маджахедов. Однако, несмотря на усилия сил СССР, в 1989 году, после долгого и утомительного конфликта, советские войска были выведены из Афганистана. Здесь мы мельком рассмотрим эпизод Второй Ливанской войны. Более подробное видео о ней есть у меня на канале. В 2006 году, во время обороны боевиками Хизбаллы Бен-Джубайяля, в засаду попала колонна израильских танков Меркава. В ходе боестолкновения были уничтожены несколько танков. Интересно это тем, что малые группы террористов применяли ПТУРы – противотанковые управляемые ракеты. И хоть это явление не ново для современной войны, однако использование малыми партизанскими группами комплексов ПТУР дает новые возможности для боевиков. И кто знает, как скоро мы увидим партизан, использующих барражирующие боеприпасы или дроны для наблюдения за противником. Вот так мы кратко посмотрели на то, как изменялась партизанская война от середины 20 века до современности. Партизаны до сих пор остаются головной болью для военных, поскольку их невозможно разбить в боях, а многочисленные засады и внезапные атаки довольно эффективно выматывают войска неприятеля. Однако и контрпартизанские меры эволюционировали и показали, что каким бы страшным боевиком не был партизан, в умелых руках на него найдется управа. Здесь не было подробного разбора войн и конкретных подразделений, так как иначе это видео бы заняло несколько часов. Пишите в комментариях, хотели бы вы видеть подробный разбор какой-то войны и хотите ли вы ролики длиннее, чем на полчаса. Спасибо всем за просмотр, мир вам всем, и пусть войны остаются только чернилами на бумаге.